Всем привет, друзья! Доброго утра, доброго времени суток. Вы на канале Рыболов Копатель. И я снова сегодня один приехал, чтобы погулять по большому, некогда немецкому поселку, по развалинам, по фундаментам, по тому, что осталось от домов. А домов здесь было, как я уже говорил, много. Несколько жилых улиц, ресторан, магазин, школа, пасека, кузница, конюшня. Все это было здесь. Будем ходить, что-нибудь искать. 9 утра. А посмотрите, как еще сумеречно. Ну, достаточно тепло. 6-7 градусов сейчас показывает. Но деньки сейчас короткие. Такой сезон. Ночи длинные. Темнеет рано, светает поздно. Тем не менее, есть свободное время. Почему бы не поехать и не побаловать себя свежим воздухом? И заодно попробовать поискать что-нибудь интересное. Я буду делать это вместе с вами. Обязательно подписывайтесь, кто еще не подписался. Ставьте палец вверх и пишите ваши комментарии. Пишите, как у вас погода в регионах, что нового, что интересного, какие космические явления или иные другие. Все интересно. Чудо из чудес, друзья, чудо из чудес. До чего дошел прогресс. Вчера решил попробовать поработать с нейросетью, которая по заданному тексту делает музыкальный трек. И, короче, решил, ну, что-нибудь, думаю, дай про рыболова-копателя что-нибудь попробую. И смотрите, что получилось. Восточное Пруссия, там он ищет клад. Полей бескрайние просторы, старинный сад. Дрожат от визга приборов жуткие места. Где-то зарыта груда золота и серебра. Рыболов-копатель каждый день на страже. В поисках сокровищ, поиск снова ляжет. Видео снимает, в интернете успех. Легенды оживают в его руках. Для всех. Для всех. Для всех. Находит старинные монеты и амулеты. Ерунда, скажете вы, и я с вами соглашусь. Но мне потребовалось 1,5 минуты, чтобы замутить вот эту всю тему. А представляете, если посидеть и позабавиться чуть побольше, что будет? Блин, страшно, да? Вот что вот эта вся искусственная тема, мне кажется, она поработит вот человека. Фильмы, там, матрицы, шматрицы и так далее. Все это, ой, непросто, друзья. Ой, непросто. Ну ладно, это все лирика. Все, у меня все готово. Космические сапоги 60-го размера на мне. Отправляемся на поиски приключений и каких-нибудь интересненьких артефактов. Погнали. Все в ямах, в углублениях. Не знаю, что тут за постройка была. Цветной сигнал такой смешанный раздавался. Какие-то вот, как будто батарея была. Ну вот это вот кожух цветной. О, даже какая-то шильда на ней есть. Сейчас почистим. Вот это вот вокруг цветная идет. Вот она даже отдельно. Корпусина латунная. Сейчас посмотрим, что тут написано у нас. Движок какой-то. Вот такой ромбик. Какой-то электроприбор, может, был, фиг его знает. Сейчас надо вот оборвать вот эти ржавые куски, а эту пластину заберем. Вот так вот. Такая латунька. НТТ. Тут вот еще шильда была. Алюминиевая, но она отгнила. Все, пойдем дальше. Это забираем. А это уже на радионаушник похоже. Это у него тоже цветная накладка. Все в разброс, короче, находки такие.
вот эта вот динамо-машина от полевого телефона. Все развалено. Рядом еще цветной сигнал. Но тут уже будильник был, часы. Тоже рамка вот цветная, вот эти колесики. Можно прибрать, почему нет? Ребята, мне уже даже не смешно. Смотрите, следующая находка. Смотрите, вытаскиваю вот такую. Ну, по форме вы понимаете, да, что это может быть. Я тоже подумал, думаю, шильда, наверное, переворачиваю. Вообще ничего не видно, лысая. Но вот смотрю, какой-то все-таки текст. Что-то там какие-то рисунки просвечиваются. Я думаю, это велошильда. Давайте почистим ее и посмотрим. И что бы вы подумали, друзья? Да это же самый настоящий Opel. Opel. Дома я ее почищу и потом приложу. Что получилось? Зачет. Шильдовый хутор, друзья. Это шильдовый хутор. А Opel нам совсем не помешает. Вот такая шильдочка. Зачет. Идем дальше. Итак, вот наша шильда Opel, только из земли. Щавелевая кислота, горячая вода. Погружение. Реакция пошла. Мы видим, как идет реакция. Пошло очищение. Ну, вот так вот после помывки получилась шестеренка по контуру идет. И Opel. Opel. Обратите внимание, кто-то вот тут вот шурфил. Вот он, шурф идет. Вот тут вот Opel шильда. Я не думаю, что тут не проходили. Как вот так вот пропустили. Поэтому всякое бывает, друзья. И на миллионный раз будешь идти, и может что-нибудь попасться. В тех местах, где уже бывал не раз. Старые деревья, страшные такие. Поселок очень старый. А что, друзья, если германский юнец возьми да и вытащи у бати из кармана 10-марочник золотой. С пацанами побежали штаб делать. Вот сюда вот, ближе к лесу, уже на аллею. А вот тут всегда дупло было, еще с немецких времен. Вот он и спрятал его туда. Нету сигнала, блин. Вниз провалился, наверное. Опа. Лопатка была саперная. Ушла. Глазами перламутровую пуговку мелкую увидел.
Но только посмотрите, какие руины. Барханы просто. Так, поддерем цветной сигнал. Пойдем помоем. Какая-то крышка алюминиевая. Надо помыть ее. Есть что-нибудь на ней или нету? О, резиновая прокладка. Вон. Сейчас почищу. Есть щетки же. Никаких надписей не вижу. Просто алюминий тупо. Резьба, прокладка. Кто знает, от чего такая крышка была, пишите. Вот тут интересная ниша. И в нее, главное, трубы заходили. То есть здесь как для воды какой-то отстойник был. Судя по всему. Смешанный сигнал раздавался, выкопал. И вот такой обломок ножа из нержавейки. Ростфрай. Золинген. Гарантия. Есть у меня такой восстановленный нож. Коля, помню, восстанавливал. Вот он как раз таки. Но тут клеймо чуть другое. Кёлен. Золинген. Тоже Ростфрай. Рукоятка из рога. Сделана из рога. А здесь монета обточенная. Такой ножичек. Опа. Нам с вами на удачу. Такая подковка. Дома какие были красивые. Все в белых шариках, которые Цезарь ел. И снова велосипедные запчасти. Все в велосипедах, друзья. Все в немецких велосипедах. Батюшки мои. Зашел вот на этот стеклянный сброс какой-то. Пока одно железо фигачит. Лопаты всякие, колосники, бутылочки редкие, битье всякое. Но попробую покопать, посмотреть. Визуалочку увидел. Смотрите. Дедушка Хабр призывает всех поставить лайкос. Красота. Видимо, какой-то
столовый прибор был. Болт латунный. Ручка керамика. Нет, медицина всякая ноунеймовская вылетает. Такие пузыречки. Что, помыл свои сегодняшние находки. Ну, вот этот корпус, как вы помните, с шильдой. Opel шильда. Наушник. Весь в клеймах. Пару пуговок. Трубка бронзовая, крышка алюминиевая. Рукоятки. Бывший нож. Цветняшки. Сейчас всякие. Пойду еще железо соберу. Мешок у меня с собой есть. Че пропадать? Мешковину сложил одной рукой. Заберу. Че, лишним не будет. Время 12 часов, ребят. Я накопался. Вот так вот. В принципе, что-то нашел. Уже не зря съездил. Opel порадовал, конечно. Классно. Спасибо этому поселку. Продолжает потихонечку по мелочи, но выдавать. Так что, друзья, большое всем спасибо, кто досмотрел выпуск до конца. Обязательно пишите комменты, подписывайтесь, кто еще не подписался. Ну и, конечно же, желаю всем уже по традиции крепкого здоровья, мира и добра.